Саванна просыпалась медленно. В янтарных лучах рассвета сухая трава Масаи Мара дрожала под ветром, словно предчувствуя перемены. Мать-львица с усталым, но гордым взглядом вела своего львенка вдоль края покинутой территории Прайда. Он скакал впереди, любопытный, не знавший страха. И вдруг под лапами песок обрушился. Он исчез в темной пустоте, оставив воздух звенеть криком. Львица застыла, а затем метнулась к яме, не в силах дышать, глядя вниз. Решение, которое изменит все, еще не пришло, но время уже пошло. Львица бегала вокруг ямы. Ее движения были резкими, как у затравленного зверя. Она не могла позволить себе паниковать, но каждый раз, глядя вниз, видела, как жизнь покидает ее детеныша. Сухая земля сыпалась под лапами. Каждый шаг лишь усугублял ситуацию. И тогда, нарушая самый древний инстинкт, она остановилась. В ее взгляде появилась решимость и страх. Она развернулась и побежала прочь от ямы, прочь от крика, в сторону, где был человек. Открытая дорога пересекала саванну, как чужеродная артерия цивилизации. Там вдалеке мелькали кузова джипов. Туристическая группа казалась другим миром. Львица выскочила на дорогу внезапно, в облаке пыли и тревоги. Машины затормозили с визгом, водители замерли. Несколько человек внутри подняли камеры. Но страх был сильнее любопытства. Женщина вскрикнула. Мужчина закрывал дверь, но из первой машины вышел он, Дэвид. Его взгляд пересекся с глазами львицы, и все вокруг замерло, как будто само время решило не вмешиваться. Она шагнула к нему медленно и потерлась мордой о его ногу, как бы стирая грань между видами. Он услышал, как она хрипло зарычала, не угрожающе, а умоляюще. Затем она повернулась и посмотрела вдаль, туда, где ее сердце тонуло в песке. Дэвид не сразу узнал ее, но шрам на шее, тонкий, изогнутый, словно вырезанный самим временем, пробудил память. 2 года назад он спас ее, когда засуха выжгла этот край до каменной пустыни. Тогда, оставшись без сил, она лежала в траве, готовая умереть. Он дал ей второй шанс. Сейчас же она возвращалась не за собой, а ради того, кто еще не успел познать жестокость этого мира. Он почувствовал, как внутри что-то дрогнуло, слишком знакомое, слишком острое. Он кивнул и шагнул вперед. Туристы переглянулись. Кто-то в панике открыл бутылку воды, кто-то сделал шаг назад. Но Дэвид уже знал, куда ведет его эта история. Он тихо произнес: «Она зовет, и я должен идти». Львица повернулась и побежала обратно вглубь травяных волн саванны, а за ней человек без оружия, без плана, только с верой и с долгом. Саванна казалась бесконечной. Высокая трава, сухая и ломкая, с шорохом скрывала горизонт, как будто сама природа не хотела, чтобы кто-то дошел до ямы. Львица шла первой. Ее походка была пружинистой, каждая мышца напряжена, словно готова сорваться с места. Дэвид следовал за ней, отбросив в сторону инстинкты осторожности. Его ботинки скользили по пересушенной почве, а пыль въедалась в легкие. С каждым шагом он чувствовал, как жар медленно забирает силы. Позади осторожно двигались туристы. Их лица были напряжены. Страх боролся с любопытством. Один из них, молодой мужчина с камерой, спросил полушепотом: «А если она просто заманивает нас?» Дэвид остановился на секунду, обернулся и сказал: «Львы не лгут, в отличие от нас», и пошел дальше. Путь занял больше часа. Солнце, поднявшись высоко, жгло без жалости. Вода в бутылках почти закончилась. Один из туристов начал кашлять, другой просил остановиться. Но никто не хотел быть тем, кто повернет обратно.
И все это время из глубины саванны доносился едва слышный звук. Прерывистый, болезненный крик. Он усиливался по мере приближения. Сначала как далекий писк, потом как сдавленный зов. Львица ускорилась, почти перешла на бег, но через несколько шагов снова замедлилась и обернулась, проверяя, идет ли Дэвид. Их путь уже не был обычной прогулкой по полю. Это было паломничество, отчаянный марш между жизнью и ее потерей. Птицы в небе молчали, даже насекомые будто растворились в сухом воздухе. Только ветер продолжал шуршать по траве, словно предостерегая, еще не поздно повернуть назад. Наконец они вышли на возвышенность, и перед ними открылась сцена. Яма. Львица рванулась к краю, зарычала тревожно, резко, почти беззвучно. Изнутри донесся новый звук, слабый, как шорох листьев в сухую погоду. Львенок еще был жив, но время было на исходе. Дэвид стоял у края и смотрел вниз. Внизу, среди обвалившихся кусков земли и клубов пыли, лежал львенок. Его дыхание было прерывистым, глаза приоткрыты, но не фокусировались ни на чем. Мать металась по кругу, рыча и поднимая облака земли, с каждым шагом усиливая свою беспомощность. Но именно сейчас не ее отчаяние было главным, а его собственное. Дэвид почувствовал, как внутри поднимается что-то глухое, забытое, как дрожь, которую он годами держал запертой в глубине себя. Перед глазами вспыхнуло лицо, маленькое, с вьющимися волосами, радостная улыбка его дочери, та, которую он не смог спасти. Тогда, годы назад, он был далеко, задержался, не вернулся вовремя. Болезнь прогрессировала слишком быстро, и единственное, что он успел сделать, взять ее за руку в тот момент, когда пальцы уже перестали отвечать. Он отшатнулся от ямы и закрыл глаза. Нет, не сейчас, не снова. Львица остановилась и посмотрела на него не с упреком, а с пониманием, как будто она знала, что он видел смерть, что он носит ее с собой. Они оба были живыми памятниками своей вины. Дэвид опустился на колени медленно, не от усталости, а от тяжести воспоминаний. Пальцы сжали сухую траву, будто ища в ней опору. Туристы позади молчали. Некоторые с тревогой, некоторые с уважением, но никто не вмешивался. Мать-львица подошла ближе и тихо зарычала, почти шепотом. Она не требовала, она ждала, она доверяла. В этот миг ее безмолвие стало сильнее крика. Дэвид поднялся медленно, как будто каждое движение требовало преодолеть вес прошлого. Он достал из рюкзака веревку, нашел ведро. Туристы переглянулись. Кто-то двинулся помочь. «Только тихо», — сказал он хриплым голосом. Он слышит, он чувствует все. И пока они крепили веревку, он продолжал смотреть вниз, в глаза львенка. И вдруг внутри него впервые за долгое время родилась не боль, а надежда. Ведро медленно опускалось в темноту. Веревка тянулась сквозь обломки корней и сухую землю, скрипя о стенки ямы. Каждый сантиметр казался вечностью. Внизу львенок приподнял голову. Он услышал не звук, не призыв, не зов. Мамин голос, знакомый с первых дней жизни, звучал где-то наверху, приглушенный и тревожный. Он не понимал, что происходит, но чувствовал, что происходит нечто важное, движение, шанс. Мать-львица застыла, глядя вниз. Морда дрожала, лапы напряглись. Она словно боялась дышать. Рядом Дэвид ловко управлялся с веревкой, но пальцы подрагивали и срывались. Он знал, что одно неверное движение, и все закончится. Ведро коснулось земли и замерло. И тогда львенок дернулся и отшатнулся. Его инстинкт говорил «опасность». Но другой голос,
едва слышный, теплый, похожий на материй, шептал «Доверься». Он медленно подошел к ведру, понюхал его, вгляделся вверх и увидел силуэт человека, от которого не пахло угрозой. Мать издала новый звук, не рык, а нечто иное — зов, наполненный утешением. Это было решающее. Львенок напрягся и шагнул. Одна лапа, другая. Он втиснулся в ведро, дрожа, неуклюже, царапая края, тяжело дыша. Группа наверху застыла. Кто-то из туристов перекрестился. Дэвид сделал знак. «Тянем». Началась обратная дорога. В этот момент земля снова посыпалась. Стенка ямы пошла трещинами. Один из корней оборвался с хрустом, ведро качнулось. Львенок напрягся, попытался выскочить. «Нет!» — сорвалось с губ Дэвида. Львица зарычала неяростно, ободряюще. Ее голос стал якорем. Львенок замер, снова опустился, сжавшись в клубок. Дэвид ухватился за веревку обеими руками. Гости за его спиной подключились. Медленно, шаг за шагом, они поднимали ведро вверх к свету. Каждый сантиметр сопровождался скрипом. Каждым вдохом были надежда и страх. Край ямы приближался. И вот ведро коснулось травы. Дэвид бросился к нему, схватил и вытащил львенка наружу. Мать не выдержала и рванулась вперед. Все отступили. Но она не нападала. Она просто обняла своего детеныша. На секунду весь мир затаил дыхание. Они выжили. Они смотрели. Она сверху, он снизу. Между ними зияла пропасть не только из камней и земли, но и из страха. Страха, который цеплялся когтями за тело львенка, сжимал его лапы и лишал дыхания. Он видел край ведра. Он слышал голос матери. Он чувствовал, что-то зовет его, но еще больше что-то внутри удерживало. Шептало: «Ты упадешь, не делай этого». Вдруг ветер поменялся. Он донес до него запах. Запах матери. Настоящий, живой, родной. Львица стояла у края и не рычала, а просто дышала. И это дыхание стало мостом. Львенок вскинул голову и сделал шаг. Сначала неуверенный. Лапа скользнула по кромке ведра, и он отпрянул, вздрогнул. Все внутри него сжалось, но в следующий миг он посмотрел наверх и впервые увидел не страх, а ожидание, надежду в глазах тех, кто раньше был просто силуэтами. Он встал, шатаясь, словно обучаясь ходить заново, поднялся и запрыгнул в ведро сам, без команд, без крика, только с доверием, которого не учили, которое внутри было всегда. Сверху ни звука, ни движения, только единое дыхание. Дэвид потянул веревку, медленно, осторожно. Туристы подхватили. Ведро начало подниматься. На середине путь снова качнулся. Камень, осыпавшись, задел дно, и львенок чуть не перевернулся. Все замерли, но он остался внутри. Он не дернулся, он ждал. Это был его выбор, его путь наверх, его первая победа. Когда ведро достигло края и львенка осторожно вытянули на траву, никто не произнес ни слова, ни радостных возгласов, ни криков. Только глубокое молчание, в котором звучало главное. Львица подошла тихо, как будто каждое ее движение было благодарностью. Она лизнула голову детеныша, и он прижался к ней, уткнувшись в ее шерсть. Он больше не дрожал. Свершилось. Тишина не означала конец, она была передышкой. Пока мать и детеныш прижимались друг к другу, Дэвид почувствовал, что еще не все завершено. Он встал, пошатываясь от жара, посмотрел в сторону горизонта и заметил: стая гиен, может, 9. Они медленно приближались, чувствуя запах крови, слабости и страха, который еще витал в воздухе. Их глаза сверкали в высокой траве. Уши были насторожены, шаги осторожные, но все увереннее. Львица подняла голову и зарычала.
Ее тело дрожало от усталости, а детеныш все еще был слишком слаб, чтобы бежать. Туристы начали отступать. Сначала шаг, потом другой. Один из них закричал: «Мы не можем здесь оставаться!» Дэвид стоял, не двигаясь. Он смотрел, как хищники приближаются. Их тела скользили между кустами, как тени. У него не было оружия, ни защиты, только ведро, веревка и выбор. Можно было отступить, можно было отдать это природе, но что-то внутри него уже не могло. Он развернулся к туристам. «Уходите сейчас». И пошел вперед. Один между львицей и гиенами. Он стал щитом. Гиены остановились. Слишком непривычно. Человек не должен был идти навстречу без страха, без ярости, просто уверенно. Они замерли, выжидая. Львица встала рядом с ним, медленно, плечом к плечу. Два хищника из разных миров, но с общей целью — защитить. И тут старшая гиена издала хриплый визг. Стая замерла, затем не спеша начала петлять. Не нападать, не бежать, просто исчезать, как тень в траве. Они ушли. Дэвид выдохнул впервые за долгое время. Львица тихо посмотрела на него и снова склонилась к детенышу. Туристы стояли далеко позади, не двигаясь. Они не осмелились нарушить момент, в котором дикость и человек были едины. Он не просто спас животное, он спас доверие и, возможно, самого себя. Солнце клонилось к закату, окрашивая саванну в золото. Львица оглянулась один раз. Ее взгляд задержался на Дэвиде. Недолгий, но наполненный всем. Благодарностью, прощанием, признанием. Львенок, восстановив силы, неуклюже шагал рядом, будто впервые понимая, зачем нужны лапы. Они исчезли в траве, как две тени, оставив за собой не просто след, а след памяти. А Дэвид стоял в тишине, зная, иногда, чтобы исцелить другого, надо самому стать живым.